Мой проект «Апостол платит деньги» успешно работает. За 4 месяца я уже выплатил более 30 миллионов рублей. Сегодня я хочу обратиться к представителям и сотрудникам спецслужб РФ. В частности, к ГУ ГШ, в простонародье ГРУ, к ФСБ, к службе внешней разведки и, в принципе, к любым военным, которые работают с нашими предателями. Меня интересует информация о предателях среди силового блока нашего. Очень интересные люди из СБУ, ГУР, службы внешней разведки, полиции. В принципе, о любых людях в погонах, которые предали нашу страну и сливают вам информацию. За подобного рода людей я заплачу от 500 000 рублей. Плачу на карты банка в РФ или в криптовалюте. Сумма может быть очень большая, в зависимости от уровня человека, которого вы дадите. Также обращаюсь к отставникам силового блока РФ. Если вы уже находитесь на пенсии, я могу очень сильно поправить вам ваше благосостояние. В принципе, все по классике. WhatsApp, он в приоритете для общения. Telegram, куда можно написать. Также здесь появится электронная почта и этот Telegram-канал. Пишите, все анонимно. Готов платить деньги не только в РФ, но и в Украину. В виде доказательств меня интересует переписка, звуковые файлы, голосовые сообщения, фото документов, куда вы платите, как вы платите. Информацию проверять будут от недели до месяца. Суммы большие, поэтому нужно будет подождать. Пишите, пообщаемся. Меня Владимир звать, журналист. Если что-то хотите спросить, спрашивайте. Хотите что-то спросить? Самый такой интересный вопрос в плане обменов. Я думаю, что вам это неизвестно. Неизвестно. Больше вот он интересует. А так, в принципе, что просто таковых нету. Мы готовы вас отдать по состоянию на эту минуту. В плане? В плане мы готовы вас отдать хоть сейчас. В обмен, да? Да. Домой, в Россию, или как? Туда, куда вас заберут, домой, в Россию. Только неизвестно, когда это все будет происходить. Только неизвестно, когда вас заберут. Вот. Будете сейчас звонить супруге. Супруга должна была уже у вас быть в военкомате. Вас уже должны были внести в список военнопленных. И подать на обмен. Если все так, неплохо, остается только добиться обмена. А если вы вообще без вести пропавший? Я звонил супруге и сказал, что счет заблокирован. Вот только это я слышал. То есть больше слов не... Ладно, даете ли вы добровольное согласие на запись и публикацию нашего интервью? В плане, что записываться будет все? Записываем и публикуем. Даете вы на это добровольное согласие? Да. Тогда фамилия, имя, отчество, дата рождения откуда? С военнопленным или просто? Ваш. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Угу. Неважно. Неважно. Понял. Мобилизованный контрактник? Контрактник. Контракт подписал добровольно? Добровольно. Мотив? Заработки. Заработать денег? Да. Заработал? Может, какая-то копейка упала, как бы я ее не видел. Как ты считаешь, нормальный заработок? Нет, я все это уже обдумал, и это было мое глупое решение. В плане, что все это назначено было, действия мои. А на что ты рассчитывал? В тылу. Когда подписывал контракт, на что рассчитывал? В тылу находиться, без боевых задач. Почему? То есть, потому что я как-то в армии не служил даже просто. И по какой причине в армии не служил? В больнице лежал. Вот я тестные вопросы проходил. Там было много вопросов в тестах. Написал вопросы и положили в больницу на обследование. А вопросы были там такие, что хочешь жить самоубийством. И, по всей видимости, я галочку поставил. Я вчитывался в вопросы эти.
Вот, положили в больницу на обследование. Все обследовали, все нормально. То есть получил военный билет. После того шифровскую комиссию проходил. То есть никаких трудностей с этим не возникло. Просто выдали военный билет, как называется, белый, ну, то есть без записи. Вот. Такая причина выдачи белого билета? Ну, белый билет называется потому что он без записи. То, что Нет, не я служил. понимаю, что такое белый билет. А причина его выдачи какая? Какое-то психическое заболевание, расстройство? Из-за тестов, вот то, что я написал тесты, а там тесты были такие, что вопросы были: хотите покончить жизнь самоубийством? Там У очень тебя много есть вопросов. суицидальные наклонности? Нет, у меня все нормально. Не собираешься ничего не, себе сделать случайно? Нет, я домой хочу еще детей видеть. Понял. Ну тут просто не надо. Да нет, я... Там можешь там уже себе придумывать, что Нет, хочешь. нет. Тут Все, не рекомендую. Все в этом в руках держусь. Я. Понял. Как бы это уже давно было, и как бы сейчас осознанные дела все идут. Ну, врачи даже интересовались, почему ты здесь. Вот я им объяснил, они мне то же самое говорили, что ответственные вопросы твои. Подписал контракт, короче говоря, чтобы заработать денег. А что, на гражданке не мог заработать денег? Мог, ну просто нужна была монета, вот, в срочном виде при приобретении жилья, и нигде так не заработать было. Эти подъемные деньги, которые давались, 405 тысяч давали, вот, их не хватало. Ты хотел себе на жилье заработать? Ну, на приобретение жилья нужно был первоначальный взнос. Жена есть? Да, Ребенок? да, Сколько? Один ребенок? двое, Сколько 3 и 1,5. 3,5, маленькие дети. Хотел поехать, чтобы деткам заработать, да? Ну, чтобы в своей семье были, как бы, жилье свое было. А убил кого-то? Да я даже ни разу не стрелял. Не верю, но теоретически. Ну, серьезно, я как бы... А представь, если бы убил кого-то, даже ни одного Я человека, бы, вот поэтому вернулся к себе домой и получил бы деньги. У тебя дети, выходит, росли бы за деньги, что ты кого-то убил. Вот поэтому я в Тулу и хотел остаться, чтобы вообще не стрелять и тому подобное. Не, сейчас серьезно говорю, как бы у меня смысла врать нету. Не, я просто, ну ладно, ты думал, что ты останешься в тылу, потому что у тебя белый билет и все... Нет, не то, что белый билет, а то, что вообще, в принципе, таким действием не готов. Я к чему и сказал, что я в армии не служил, и никакой подготовки у меня нет. А им какая разница, готов убивать ты или не смелости готов? нет у меня. Вот. Им какая разница, готов ты или не готов, скажи. Не, ну я обратил внимание вообще на все командование на наше, как бы, как все происходит. Ну. То есть ничего хорошего. Да, просто, может быть, если бы был бы в армии, как бы я бы, может быть, знал бы, как все это происходит на самом деле. Ну ладно, давай рассказывай тогда, как это все происходит, что ты видел вообще, вот всю твою историю, да, вот тебя... Да нет, просто загоняют, как бы нас загоняют, получается, на позиции, на горячие точки, как называется, мясо. Нет, ты давай в хронологии расскажи. Куда, вот ты подписал контракт, дальше что было? На куда поехал в дальнейшем? Поехали, обучали нас, получается, в Курской области. Вот. Меньше недели там, получается, были. И потом еще неделю тоже в Луганской области тоже обучали. Вот, получается. И все, отправили на задачу. Там деревня Добролюбевка. Вот. Я не хотел на это ехать. И стал... А это область Отказ. какая, деревня Добролюбовка? Купянское направление. Луганская? Купянское. Купянская. Вот. И там, получилось так, что я отказался идти от задачи. Вот. Отказался? Да. А какую задачу поставили? Взять ЖД-дорогу. Вот. Идти туда, штурмовать, получается. Вот. Отказались, нас забрали и повезли в Зайцево. Вас несколько отказалось? Да. Сколько человек? 4. Все трое? 4. Четверо? Да. Чуть-чуть внятнее, если можно, и громче, Хорошо. да, потому что... И куда повезли, в Зайцево? В Зайцево это получается как, ну, тюрьма, грубо говоря, для отказных людей, которые отказываются. Там просидели ночь, в подвале провели и забрали уже в другое место, тоже купянское направление, Красный Лиман. Все, и там, получается, 4 часа мы пробыли, ну, на своей позиции, и нас взяли в плен.
То есть вы в Зайцево всего ночь вас вообще, Ночь. вы просто просидели, вас никто вообще не трогал, ничего не спрашивал, никто не говорил. Ну, Зайцево это Россия, наша военная полиция, получается, нас туда привезла со стороны России. Да это я понял. Вот, там Это привезли я понял. туда, получается. Ну так они должны были с вами какую-то беседу Ну, провести. беседу провели вообще, как бы, не такую доскональную, просто откуда, когда контракт подписал, и все, не было таких вопросов. Просто вот пообщались вот эту вот тему. И, получается, нас приехало 20... спрашивали, что отказался? Ну, я сказал, да, появились сомнения. Какие? Ну, вообще идти не хочу я убивать, просто мне никак. А там штурмовать, и это страшно было, на самом деле. Так. А они вам сказали, что ладно, поедешь на другое направление? Ничего не сказали, просто, получается, отвели в подвал, там мы переночевали, и с утра позавтракали, получается, и в течение дня, часа в 3, наверное, в 2, с нами приехало 2 Урала и загрузило 50 человек. Помимо нас, 4 там еще находилось 100 человек. Всех отказников, да? Да, ну не всех, а там помимо нас еще были люди, ну, грубо говоря. Ну, я имею в виду, все те, кого загрузили, это все были отказники? Да. Ага. Там были и мобилизованные, и контрактники, и все вот эти вот. И нас, получается, повезли на 2 Уралах, отвезли в Купянское направление. А вы с оружием все это время были? Нет, без оружия. Где вас разоружили? Забрали оружие где? Да. Забрали оружие, получается, перед тем, как в Зайцево ехать. Так. И в Уралы без оружия поставили? Да, без оружия, без бронежилетов, да. Потом, получается... Без касок? Без всего. Ну, у кого были свои бронежилеты, каски, тот брал с собой. Но это было единицы, там было 2-3 человека из 50. Потом, получается, нам выдали новые автоматы. Не знаю, как бы это смех, не смех, но они не стреляли у нас. Что они? Не стреляли. Автоматы не стреляли? Да. Ну, просто, может, мы их как-то неправильно задергивали. То есть, Неправильно вздергивали? Ну да, потому что товарищу говорили, там, по рации, стреляй, он свой передергивает, не стреляет. Я говорю, на этот не стреляет, и третий не стреляет. А где вы пытались выстрелить? Вот на позиции, когда вот нас, получается, привели на позицию, сказали здесь, сказали там огонь, он начинает, и у него не получается стрелять. Нас даже когда брали плен, говорили, что вот с вашей стороны не было, получается, выстрелов. Какие молодцы! Ничего себе. Так это вас, получается, отправили на смерть просто? Как бы, как это, значит, не знаю, как это сказать. Ну вот, как оно есть, так и говорю. Ну, если вам выдали автоматы всем поголовно, которые не Я работают. не знаю людей, у других людей, потому что мы по 3 человека всего были. Вас было 3? Да, у нас по 3 человека. У всех 3 не стрелял? У нас 3, да, у других не знаю. Я даже не видел никого больше. Понял. 4 часа Как вас брали в плен? Проходили мимо, получается, и увидели нас. Искали, либо вы уходите, либо гранату. То есть мы вышли, все, положили. Все, отвезли уже дальше. Нацистов видели? Кто это? Нацисты. Ну, это те, про которых у вас по телевизору говорят, что у нас здесь нацисты. Нет. Не видели. А какая, смысл вообще войны? Войны? Да. Честно, я в этой политике не разбираюсь. А может, захват территорий смысл войны? Ну, вот в этом, да, как бы захват, а какой территории, сколько захват территории, это честно. Где это финализируется все, вот этого вы не понимаете? Честно. Никто не понимает. Нет, ну честно, я... Нет, так этого никто не понимает. Это зависит от того, кто это начал. Всегда можно остановиться, а еще лучше развернуться и пойти домой. Но вы же не могли развернуться и пойти домой, правда? Ну, это наказывали. Да, я слышал такую информацию, что некоторые спокойненько себе переодеваются в гражданочку и едут домой. У нас один пытался убежать. Он пошел, его военная полиция поймала. Не знаю, что с ним стало, как бы. Как и что. А можно вопрос? Да. А вот сейчас буду звонить. Можно будет про посылку все это как бы уточнить?
Супруга сделала, не сделала, отправила, не отправила, получилось, не получилось. Да, да, сейчас все скажем. Сейчас, подожди минуту, я пойду перезагружу Wi-Fi. Или он перезагрузился, а ну стой. А не, вроде бы как пошел. Не знаю, сейчас посмотрим. А нет, все нормально. Слышите меня? Да, я вас слышу. Сейчас, секунду. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины, ваш муж у нас в плену. Это я знаю. Что так улыбаетесь? Ну, у меня просто уже стресс, я просто не знаю, как реагировать на все на это. Нервическое, да? Да. Он уже в списке пленных? Там, ну, скорее всего, что да. Ну, статус военнопленного ему присвоен? Еще пока нет, там проверка идет, сказали. Документы отправили, вот со дня на день уже будет подтвержден. Понятно. Ну, я думаю, что он будет подтвержден тем быстрее, чем больше вы для этого сделаете. Вы будете звонить, спрашивать, там, за него интересоваться. Все, что мы все сделали. Угу. Разговаривать будете с ним? Да, конечно. Может, вы не хотите? Я же не Серьезно? знаю. Я вас спрашиваю просто. Да, конечно, будем. Разговор под записью для публикации. Привет. Максим. Все хорошо, не переживай. Все нормально. Переживать, Максим. Мы тут все на нервах. Бабушка Всё мне нормально. звонила, нас скорую вызывала. Все нормально. Я что хотел спросить. Ну, возможность будет поговорить, да, сейчас про посылку. Ты там что сделал? Нет? Максим, да, мы вообще ничего не понимаем. Мы искали все эти, вот то, что ты говорил, там вообще ничего нету, Максим, нету. Через волонтеров оформляешь. Ну, волонтеров просто находить нужно как-то. Ну так не переживай, нормально все сейчас. И условия нормально здесь кормят. Нет такого, что там люди накручиваются в интернете. То есть все нормально на самом деле. Максим, какое накручивают? Никто ничего никого не накручивает. Ну и всё, Здесь самое передай. страшное, что, понимаешь, плохо бабушке. Так понятно. Ну ты объясни ситуацию, что все нормально на самом деле. Я уже объясняла. Ты знаешь, там, как бабушка к тебе относится, что ты для нее единственный внук. Да понятно это все. Ну, Максим Катимов, я очень сильно скучаю. так и все скучают, Ань. У него рюкзак наготове, я к папе хочу ехать. Ты в военкомат съезди, посмотри, что там этот. Обратись там. Максим, мы все давным-давно уже сделали. Ну еще в военкомате говорят вообще, в принципе, в целом. Ну, в военкомате. От военкомата ждем бумажку о том, что ты в плену. Все нормально, мы все сделали. Обратились куда надо, мы все сделали. Ну, мы, короче, позвонили в часть свою, так, подтвердили все проверки, они не прошли, и все нормально. Ну, статус такой стоит. Понимаешь, пока никакого. Ну, не то чтобы никакого, там... Что вы там языком жестов разговариваете, да? Нет, она говорит, пока никакого статуса не стоит. Надо звонить, обращаться, говорить, повторять. Повторные звонки делать. Максим, мы все уже сделали, все хорошо. Уже в конце недели все будет уже как надо. Угу. Короче, разберись с посылкой. Вот сейчас мне этот тоже, потому что мне потом не позвонить, я буду даже не позвонить. У меня же на счету нет денег. Не сделай все это. Просто. Скажи, пожалуйста, а как первые на плену вот так вот относятся? Ну, то есть в плане, ну так, на счет деньги забрасывать? Ну да, через волонтера. Все. Ты же не напрямую делаешь. Ты волонтер помогает. Понятно, ладно, я все найду. Дайте я объясню вашей Сейчас тебе объясню. жене вашей объясню, как Сейчас, это подожди. происходит. Ну, собственно, так это в цивилизованных странах, вот видите, происходит.
К сожалению, да, есть там всякие международные права, правила, согласно которым мы должны предоставлять пленным там возможность получить посылку и денежный перевод. Ну и, собственно говоря, вот так вот мы предоставляем возможность получить пленным посылку или денежный перевод. Чего Россия, конечно же, не делает в отношении наших пленных. Но мы делаем. Почему делать? Есть зеркальные посылки, я об этом узнавала. Что есть? Зеркальные посылки, вы нашим, мы вашим. Пришлите мне, пожалуйста, адрес, где содержатся наши военнопленные, чтобы я зеркальную посылку. А я откуда знаю? Вы думаете, я знаю? Потому что берешь интернет, заходишь, смотришь, где содержатся российские военнопленные. Там указано такой-то адрес, такой-то лагерь. Покажите мне зеркальное. Вам там рассказывают про зеркальное, а на самом деле наших пленных там не кормят даже толком. А рассказывают вам про зеркальное. Пришлите мне адреса, где содержатся украинские военнопленные, если это зеркальное. Понятно вам, да? Ну, муж ваш, говорит, денег заработать хотел. Ну, значит, правда, что он вам говорит. Как бы вам детей растить за кровавые деньги? Нормально? Во-первых, мой муж, он взрослый человек. И это было его решение. Не, я вас спрашиваю. Как бы вам за эти деньги детей растить, кормить? Вот он убил кого-нибудь, вам денег прислали. А он никого не убил. Он никого не убил, возможно. Но на войну обычно идут как раз воевать. Я просто вас спрашиваю, как бы вам было бы? Нормально вот это вот? Ребенка, например, накормить там кашей, которая куплена за деньги от войны. А знаете, я вам что скажу? Деньги, которые муж получил, мы ими не воспользовались, так как муж не оставил вторую карточку. Поэтому я своим собственным трудом зарабатываю и кормлю своих детей. Я это понял. Я говорю, а вообще как вы на это смотрите? Это нормальная история, что он пошел сюда, вот это вот? Это его решение. И вы это вы никак не влияли? А как я должна повлиять? Он мужчина, он решил, он ушел. В чем трудность? Он мужчина, а вы женщина. Не можете сказать? Нет? Или вы считаете, у женщины, у жены нет слова, права слова? Почему есть? Ну, так вы им воспользовались? Понимаете, что он сам пошел. Значит, ему так нужно было. Мы разговаривали с ним об этом. Разговаривали? Что она вам говорила? Ну, не стоит. Говорила, не стоит? Ну, я уж так просто вкратце. Вкратце, да? Ну вот он сейчас вернется по обмену, ему скажут снова иди, что вы будете делать? Просто ему второй раз уже, может, не повезет уже так, как первый. Знаете, что я вам сразу скажу? Вот вы сейчас задаете такой вопрос. Я вам могу только сказать одно, что мы к вашему народу относимся вполне замечательно и хорошо. У нас очень много, вот лично у моей семьи, много друзей, которые тоже вот так вот призывают, они воюют за вашу страну. Ну вот именно как будто они живут на Украине, их тоже призвали, они тоже воюют. Они не хотят воевать. Понимаете, никто не хочет войны, мы все хотим мира, и мы надеемся, что скоро все это закончится, потому что мы все хотим, чтобы наши сыновья, мужья были рядом с нами. А в чем отличаются наши военные, которые не хотят воевать, от ваших военных, которые не хотят воевать? Да понимаете, мы никто друг от друга ничем не отличаемся. Да? Никто. А чем отличались нацистские войска, нацистские военные от советских во Вторую мировую? Они тоже никто воевать не хотел, я вам сразу говорю. Люди не изменились особо. Воевать и гибнуть никто не хочет. Но чем отличались вот гитлеровцы от советских войск? Ну вы сами это прекрасно знаете. Для чего вы мне этот вопрос задаете? Хочется услышать от вас. А что хотите от меня услышать? Ну, в первую очередь, а что вам могу сказать? Они очень сильно издевались над евреями, они их убивали. Да. И так далее. Да. Там происходило... Советы очень сильно издевались над советскими людьми, они их убивали. В концлагерях, например. Я не об этом спрашиваю.
Я спрашиваю о том, чем принципиально они отличались. Гитлеровцы пришли в Советы или наоборот? Кто на кого напал? Гитлер. Вот тем они и отличались. А чем отличаются российские военные от украинских военных? Вы задаете провокационные вопросы. Для чего вы это делаете? Вы чего от меня хотите услышать? А в чем провокация? Говорить правду это провокация какая-то? Что вы сейчас хотите от меня услышать? Правду? Что наша страна заступилась за ДНР? Вы это хотите услышать? Что Не, люди там 8 лет страдали, я когда не их хочу. убивали, Нет, их я не... семьи убивали. Скажите, пожалуйста, а ДНР, как вы называете, она что, в Запорожье находится или в Херсоне? Знаете, скажу вам сразу, с географией у меня проблемы. Не, ну просто если у вас проблемы, то, может быть, вы не будете чепуху тогда говорить? Да. Ну так зачем вы тогда и говорить? Да, вы мне не будете задавать такие вопросы. Ну, я вам задаю вопрос о том, что российская армия вторглась в Украину. Российские военные, как вы говорите, не хотят воевать, и украинцы не хотят воевать. Это правда. У меня вопрос. Ну, Кто на кого напал? Все, я здесь при чем? Нет, так у меня просто вопрос. Кто на кого напал? А для чего вы этот вопрос задаете? Я вас не понимаю. Ну, потому что, например, потому что мне приятно смотреть на то, как вы знаете ответ, но боитесь его сказать. А что мы боимся сказать? То, что мы заступились за ДНР и, за Луганск и за Донецк, вы это хотите услышать? Да, это так оно и есть. Я вам задаю опять вопрос. А при чем здесь Запорожье и Херсон, где находятся ваши войска? Что они делали в Киеве? Ну так вы несете чепуху, вы несете чушь. Ну, я вам говорю, вы несете чушь. Ну, вы несете чушь, да. А вы должны непонятные вопросы. Да. Непонятные вопросы и непонятные ответы. А какое вам дело до нашей, до Донецкой и Луганской области? Еще вопрос такой. Они же к нам за помощью обратились, правильно? Нет, неправильно. Неправильно. Зашли ваши войска, приставили людям автоматы к голове и заставили их обратиться к вам за помощью. А не надо было заходить туда. Не надо было заходить. И в Крым не надо было заходить. Ну, знаете, у вас своя правда, а у меня своя правда. Нет, правда заключается в том, что Россия напала на Украину. Правда заключается в том, что Россия... И моя страна сделала так, Да, вы чистая нацистка. Такая же, как в Германии во Вторую мировую войну. Такая же, как в Германии во Вторую мировую войну очень любили Гитлера и очень любили нацистов. Да, вы точно такая же. Любите. Хорошо, я буду любить свою страну. Вот то, что вы сейчас записываете, вы там отправьте в военкомат, вам дадут медальку за поддержку убийств. Вы поддерживаете убийства. Да? Да. Какие убийства я поддерживаю? Сотен тысяч людей, которые погибли после полномасштабного вторжения России, трупы лежат. Нет, я кого-то лично убила? Нет, вы это поддерживаете. Я же не говорю, вы убийца, я говорю, вы поддерживаете. Что мне искренне жалко и ваших людей, и наших людей. Ну, так и что толку с вашей жалости, если вы продолжаете говорить, что вы тут пришли кого-то защищать? Что толку с вашей жалости? Какой в ней практический смысл? Я слабая девушка, что я должна сделать? Вы слабая девушка. Вы слабая девушка, вы можете не нести чушь, как слабая девушка, да. То, что вам там по телевизору рассказали, что вы тут сюда пришли кого-то защищать, да, а когда я вас спрашиваю, а при чем здесь Запорожская и Херсонская область, вы сразу же раз такая, а я не знаю географии, а я не в курсе. Вот вы как слабая девушка можете не нести чепуху. И если вы не знаете, вы можете сказать, я не знаю. Но не надо мне рассказывать про меня в Украине, да, что у нас тут вообще происходит. Сколько от Ярославля до крайней точки, до Украины, сколько ехать? Не знаете? Ну, может... 1800. 1800. Короче, более чем за 1000 километров от Украины вы мне рассказываете, что тут у меня в стране происходит, потому что вам это сказали по телевизору. Представляете, какой парадокс? Да. Ну, вот не надо этим заниматься. Россия напала на Украину. Из-за этого вся проблема. Россия напала на Украину. Из-за этого вся проблема. И гибнут люди. Все, точка. Больше никаких проблем нет. И не надо рассказывать, что ваши не хотят воевать, наши не хотят воевать. Наши защищают свой дом, в который вторглись ваши.
Точно так же, как гитлеровцы во Вторую мировую войну в Советский Союз. Точка. Я не так что говорю? Да, все правильно. Правильно? Ну, попробуйте жене, может, вы объясните, что правильно. Потому что у меня не получается, мне не верят. Я думаю, что можно без негатива. А в чем негатив? Я где-то, как? Научите меня, давайте. Объясните без негатива. Да нет, я про другого. Я, как у детей дела спрашиваю. Нормально, все хорошо. Можно? Садик. Ходит Тимоша в садик, нормально, все хорошо. Кто там машет сзади рукой? Привет, брат. Здорово. Как ты? Слава Богу. Дай Бог, ты вернешься, и будет хорошо. Брат уже идет воевать во что же или нет? Нет. Чего? Не хочет. Чего не хочет? Воевать пойдешь? Добрый день. Вы воевать идете? Нет, конечно. Почему? Надо же защищать. Я верующий человек, я им могу защищать дома на коленях стоять, молиться, чтобы Бог помог, чтобы остановилась война, чтобы между... Все, я понял. Вам к моему коллеге. Это теологические темы, это к нему. Я понял, все, продолжайте. Вы не поняли, видно, ничего. Если вы так считаете. Вы тоже говорите там, не пойму, какие-то вещи странные. То наши, то ваши. Наши братские народы, я сам наполовину армянин. Наши братские народы, вы сами говорите, когда была Вторая мировая война, они вместе стояли, воевали против чего? Против вторжения. Против зла, против вторжения, правильно? Которые уничтожали что? Да. Целыми нациями, да. правильно? Да не такими целыми. Они вторглись в Советский Союз, да? Помните такой? Поясни. Смотрите. И мы с ними воевали, так? Не знаю, я не смотрю телевизор, я не знаю, что там и как. Я считаю так, что если что-то случилось, значит все это по воле Божьей. И по воле Божьей это как началось, так и закончится. Если воля Божья есть в том, что так получилось, значит что-то Бог хочет большее сделать, чем просто. Понимаете? Мы вот можем сидеть рассуждать, эти напали, те напали. А это не важно. Понятно, что одно важно, что страдают и там, и там. И мы тоже как... Так во вторую, так вы же говорите, мы боролись против зла, да, во Вторую мировую, против зла боролись. Конечно. Кто был зло? Тот, кто вторгся к нам, правда? Тот, кто пришел убивать, насиловать, да? Это, да, те, да. кто так да. я... А тут, видите, никто не знает. Вот лично вы знаете точно, что пришла Россия и вторглась в вашу страну? Я этого не знаю. Как тебя зовут? Что? Как зовут тебя, верующий? Меня зовут Павел. Павел. Открой карту, Павел. И посмотри, где находится Запорожская область или Херсонская. Павел, открой карту. А потом посмотри, где находятся российские солдаты, Павел. Ты не знаешь? Да ты просто не интересовался ни разу, Павел. Мои братья и сестры, которые по вероисповеданию, они живут на вашей территории, получается, на стороне. А при чем здесь ваши братья по вере? Понимаете, просто так ваши же, как вы говорите, ваши же военные обстреливают, ваши же обстреливают. Кого? Где обстреливают? Где обстреливают кого? Как там? Горловка. В Горловке. В Горловке? В Горловке. А что в Горловке с 2014 года делают российские ваши военные? Честно скажу, я не знаю. Прекрасно, Павел, так не несите чушь. Павел, не несите чушь, еще раз вам говорю, Павел. Вы поддерживаете зло, вы поддерживаете убийство, когда вы это несете. Потому что если бы Россия не пришла в Украину, начиная с 2014 года, начиная с Крыма, никто бы никого не обстреливал, Павел. Вы стоите сейчас на стороне зла, вас Бог накажет. Откуда я знаю? Может быть, вы пропагандируете сами то зло, А я вам скажу, откуда я знаю. Я знаю из документальных фактов, из свидетельств. Из видео, когда российские солдаты, зло, вторженцы заходят на нашу территорию, Павел. Да. Вы говорите видео. Да. Сейчас
вы знаете, мы живем в ком? В 21 веке. Ну. Любое видео можно взять и смонтировать как угодно. Без разницы. А когда по вашему телевизору показывают, что вы оккупировали часть Запорожской области, вы в это тоже не верите? Ну, по вашему телевизору показывают, что вы оккупировали часть Запорожской области, вы в это тоже не верите? Я это не смотрю, я вам говорю. Так посмотрите, что ж вы мне тут какую-то ерунду говорите? Мне смотреть, Смысл в том, Павел, что российские войска находятся в Украине, а им тут делать нечего, Павел. Вторженцы, нацисты, российские, рашисты, находятся в Украине, а им тут делать нечего. Они должны быть там у себя. И если мы придем к вам, вы должны встать, взять оружие и защищать свою землю. А сейчас происходит наоборот, Павел, понимаете? Только одно сказать, что если что-то уже случилось, вы сами знаете, понимаете, что если уже что-то случилось, вы все равно сейчас, что я, что вы, толку от нашего разговора нет. Знаете почему? Потому что ваше... Потому что вы ничего не хотите слушать и знать. Вот почему. Почему толку нет? Ваши правы, а я могу считать, что мои правы. Понимаете? И наше мнение, оно не объективно. Не объективно. Не объективно. Что... Павел, значит, смотрите, Павел, я желаю одну вещь. Павел, я желаю одну вещь. Чтобы с Украины в вас прилетела в ваш дом ракета, как летит в наш дом с России, убила ваших детей, а потом вы бы после этого сказали: я правды не знаю, я не понимаю. И все. Вот и все. Тогда до вас дойдет. Что? Благословит вас Господь, вашего президента благословит Господь, даст разума, чтобы у вас все было хорошо. Хорошо. В вашей семье, чтобы у вас никто не пострадал, ни один человек... Не, у нас страдают ежедневно, Павел. У нас страдают ежедневно, потому что ежедневно с России летят ракеты в Украину. И вот эти вот все ваши благословляю, вы себе их засуньте в одно место, Павел. Потому что летят ракеты с России в Украину, Павел. Понимаете? И вот ваши вот эти все благословляю, оно никому не интересно вообще. Вообще никому. Пожелали, вы слышите уже сами, вы знаете, что вы мне пожелали? Да, я вам пожелал то, что ваша страна делает с моей. Я вам это пожелал, да, чтобы вы почувствовали и поняли, Павел. Понимаете, разница между мной и вами, что вы наоборот желаете худое. Разница между мной и вами, что в меня летят ракеты и в мою страну летят ракеты. А вы там такой умный сидите, благословляю, желаю. Да благословляйте кого хотите. Я вам говорю, с вашей страны в мою 2 года летят ракеты. Вы меня слышите или нет? Хорошо, знаете... Ничего хорошего, Павел. Если ваше это вот мнение, вы твердо понимаете, знаете, что вы хотите сказать, я по нему могу сказать вам одно, что наш разговор, к сожалению, если у вас есть желание дать там еще пообщаться с Максимом, мы готовы. С вами, к сожалению, общаться нам больше не о чем. Конечно, не о чем. Я не понимаю, зачем вы начали мне рассказывать о том, что не все так однозначно, когда с вашей страны в мою летят ракеты. Я не понимаю. Что вы мне хотели объяснить? Благословляю, желаю. Я благословляю, тоже желаю, чтобы до вас что-то дошло. А дойдет до вас только тогда, когда в вас прилетит, и все. По-другому нет, по-другому вы будете говорить, я не знаю. Больше худого, ничего не могу вам желать, к сожалению. Все, так что если... Я вам тоже не желаю худого. Это же не худое. Это то, что происходит с нами. Вы же говорите, все нормально, все по воле Божьей. Ну так пусть и с вами по воле Божьей произойдет. Ну, вы решите с нами разговаривать, что у вас все хорошо, у вас ничего не прилетело. Почему вы так с нами разговариваете? В смысле в меня ничего не прилетело? Откуда вы знаете? Ну, вы сейчас говорите, чтобы у вас что-то прилетело. Так вы сидите, вы же живой, здоровый. Значит, у вас ничего не прилетело. Почему вы нам... То есть мне недостаточно того, что в людей рядом со мной прилетает, да, или что? Или я буду как россиянин только о своей 5-й точке думать? Это вы там думаете только о своей 5-й точке. А у меня здесь, пожалуйста, достаточно людей, в которых поприлетало. Городов уже целых нет, я довожу до вашего ведома. По воле вашего Бога, о котором вы говорите, нет целых городов. Откройте Северодонецк, Бахмут, Марьинка, Мариуполь. Посмотрите, что с Авдеевкой. Городов нет, там люди жили. Семьями жили, и дети у них были такие, как у вас. И пока вы туда не пришли, послушайте меня, пока вы туда не пришли, у них все было хорошо. Я говорю, у них все было хорошо. Не нужно мне это все говорить, я с вами не воюю. Я говорю, чтобы до вас доходить начало. Доходить начало. Да ничего вы не знаете. Говорите пока-пока. Да,
Держи, брат. Да, все нормально. Не, на самом деле все нормально. В принципе, с утра кормят, в обед, считай, ужин, все, распорядок есть, одевают. Ну, все нормально. А твои вещи, где рюкзак, не рюкзак, что-то потерял? Так, ничего нету. Давайте, вяжите уже. Времени мало на разговор, Ань. Разберись с посылкой, да, и по финансам на счет у волонтера спросите, как все сделать. Посылки приходят, ребята получают. Потому что здесь тоже... Пожалуйста, скажи, как называется. Я посмотрел там, где... ВКонтакте нужно смотреть или в Телеграме? Где? В Телеграме. Давайте, Нет, все, Телеграм. возможность общаться, ну разберешься там сама. Да, хорошо, поищем. Давай, Захи 2, давай. Спасибо большое. Да, я вам Вы сейчас хочу извините за нервы, да, такие. Не, ну что ж, ну, оцените наш разговор со стороны. Мои нервы. Ну, я как скажу, что как бы там, где я живу, там не понять вообще, в принципе, что такое война. Там далеко оттуда война. Да, я понял, что они не понимают. То, что они не понимают, нет, это я понял. Нет там такого, что прилеты и Конечно, нет. громче, чем корсары, бомбочки, там ничего не взрывается, и поэтому люди не понимают, как бы. Тут я согласен. Они плохого, как бы, сейчас ничего не говорили. Да? Они плохого не В говорили? плане брата я имею в виду. Они плохого? Вот когда в вашем центре города вот такое вот произойдет, как? Когда в вашем центре города такое произойдет, я посмотрю, по воле Бога это, или по воле дебила, который эту ракету отправил, это происходит. Одесса. На Пасху папа пошел купить пасочки. И пока он пошел купить пасочки, убила трехмесячную девочку, мать и бабушку его. По воле Бога, Нет. по воле кого? Наши накидают. Как звать фамилия пи***аса, по воле кого это произошло? Ну, я не знаю, кто точно. Фамилия пи***аса, по воле кого это произошло? Ну, военный, наверное, какой-нибудь. Охуенная, фамилию пи***аса говори. Ну, я Шойгу пускал там. Не, кто отдал приказ это все начать? Так президент наш, Фамилия. Владимир Владимирович Путин. Вот ваш Бог, на которого вы молитесь, за который вас отправляет убивать и гибнуть. Вот ваш Бог. И только по его воле происходит все то, что происходит. Я по традиции всегда предлагаю в конце интервью обратиться к своим знакомым, друзьям, приятелям и сказать, что бы вы им порекомендовали. Идти воевать в Украину или не идти. И если идти, то зачем, и если не идти, то зачем. Ну, я рекомендую своим друзьям, близким знакомым, родственникам, в принципе, что воевать не стоит идти. И там такие же живые люди, как бы у нас, и везде, и убивать тоже не надо людей. Как бы им жизнь дана была для другого, чтобы жить, а не вот так вот. Все это страшно на самом деле. И я не рекомендую ни в коем случае воевать вообще идти. А если хотите кого-то спасти, заберите его к себе туда. Столько денег, сколько вы потратили на вот эти вот ракеты свои, вы уже могли там еще одну страну мечты построить. Для тех, кого вы хотите защищать. Только они от вашей защиты, мне кажется, их уже немножко подташнивает. Потому что пока вас там не было до 2014 года, у них все было хорошо. А чем дальше, тем хуже, хуже и хуже. Все. Благословляю. Идите. Пусть следующий заходит. А? Да, ну так возьми. Возьми сигарету себе, ты же хотел попросить. Это же не означает, что если, вот мы так поговорили не очень, да, я там вышел на эмоции. Просто вы уже сегодня третий, а вон стоит еще четвертый, да, и я каждый раз слушаю одну и ту же херь, которую там им по телевизору рассказывают. Это не значит, что там, это на вас как-нибудь отразится, нет? Можно, да? Да, бери.
2 штучки. Спасибо. До свидания.